Всем привет, друзья! Мы начинаем прохождение Sekiro Shadow Die Twice. Игру я проходил уже немало раз, так скажем. Some 20 years after Isshin's coup, the Asina clan was on the brink of collapse. Но я уже давно не обращал внимания на сюжет. And the shinobi, known as Wolf, had lost everything. Но буду это делать сейчас. Both the man who took him in and the boy he had sworn to protect. Shinobi, open your eyes. For the sake of your master. Но у меня костюм другой стоял. В начале игры это не учитывается. Походу не учитывается. Волк, служащий Кура, твоя судьба ждет тебя в лунной башне. Выберись из колодца и найди башню, залитую лунным светом. Туда можно пробраться даже без оружия. Передвигайся неслышно, будь начеку. У нас пока нет оружия, поэтому да, поэтому будем ходить без него. Сразу скажу, что я не смотрел ни одного видео про то, как какой-то специальной тактикой убивать боссов и все в этом роде. Я всегда подбирал тактику сам, поэтому, ну, может вы увидите какие-то необычные убийства боссов, для себя, может, что-нибудь черпанете новенького. Постараюсь подраться со всеми боссами, с которыми возможно. Я не буду на какую-то одну концовку проходить все. That doesn't worry anybody? Not at all. Not only is he unarmed, he has completely lost his will to live. Nothing but a coward. Unworthy of our concern. The moonlight shines strongly on the Moonview Tower tonight. The Divine Heir is probably using the light for his reading again. Probably, but imprisoning a mere child. I feel sorry for the boy. Agreed. But I'm sure Lord Genichiro has his reasons. К счастью, без оружия мы будем ходить недолго. Это такой, скажем так, не маленький плюс на самом деле. Здрасте. You did well to come here.
It's been too long, Wolf. I've come to free you, my lord. Well then. Raise your head. Kusabimaru, your sword. My shinobi. In accordance with the bond of lord and retainer, you will pledge your life in my service. As you command. Кусабимару. Меч, дарованный вам Куру. Это реликвия Хирата, ветви рода Асина. Меч считался потерянным, но теперь оказался во владении Волка. Имя меча Кусабимару напоминает владельцу долг синоби убивать, но даже он не должен забывать о милосердии. Девиз, воплощенный в самом его клинке. Loyal Wolf, were you gravely injured? Afterward? After what? Do you not remember that night? I do not. No. We'll talk about it later. Right now, we must escape Ashina Castle. As you say. There's a secret passage beneath the moat bridge that will take us out of the castle. Lord Isshin told me about it once. I ask you to find that secret passage. Once you find it, signal me with a reed whistle. You know, like you used to long ago. I will join you as soon as I hear it. Wolf, do you have something for me? Отдать амулет Кура. This is for you, my lord. It's from that time. So you noticed then. I see. I'd like to ask that you keep this for me, my lord. But this charm has protected you all this time. It's held your suffering at bay. I do not wish for you to suffer any more than you already have. That is why I ask you to keep it in your possession. Ладно. I see. I will keep it for a while longer. Yes, please do so. Knowing that you possess it is a comfort. Что-то наверху. Дрожже. Дрожже — это такой пассивный хил, если кто не знает. Поставлю бутылочки себе. Фляга. И пойдем разъебывать всех подряд. Без разбору. Ну что, ребятки? По одному. Ой. После последнего прохождения прошло, скажем так, немного времени, поэтому я себя чувствую довольно уверенно. О, первый, ну, мини-босс, я бы сказал. Ох, ебать. Нормально. Как делишки? Да сука. Давай бей.
Не открывается с этой стороны. Понял. Тогда нам в обходик. Пригоршня пепла мне дается, потому что я в предыдущих прохождениях уже забирал что-то важное, так скажем, с этого места. Поэтому мне дают какую-то хрень. Насколько я помню, пригоршня пепла хороша. Она как песок в глаза кинуть. То же самое вроде. Но я не проверял. That secret passage at the bottom of the moat, under the bridge, we just got orders to guard it. Security's getting tight. War will be upon us very soon. Здрасте. Их вроде называют крысами, этих мелких. Похоже, что это и есть путь из замка. Вызвать куру тростниковым свистком? Да. Как ты сюда добрался, мне интересно? Тоже, блядь, прополз по мосту? Wolf, you found it. Да. Now let us leave this place. Yes, my lord. To think that this is the only way, to run from the fated bloodline, is the only answer. Where shall we go once we're away from the castle? I suppose the first thing we should do is cross the Ashina border. Or perhaps we should hide somewhere. What do you think? Whatever you desire, Whatever I desire? That's the wolf I know. my lord. Oh, nothing. I was just reminiscing. Onward then. Так, а вот первый серьезный босс, но он вообще не обязательный. Ему можно проиграть, можно выиграть, это ничего не изменит. The divine heir. Last we stood together was your uncle's funeral. Lord Genichiro. Thank you. Leave this to me. So the noble shinobi stands in our way. You face Genichiro Asina. Бля, не то, не та! А! Опять не та кнопка, да ёбаный в рот. Я забыл, как с ним драться. А?
Да сука. Да я же нажал! А! Охуеть, куда я прыгнул? О! Другое, сука, дело. Первая пошла. Опять я лох. О, стрелять начал. Посмотри-ка на него. Как дела, щегол? До свидания. Ублюдок. За что меня оскорбляют? Пам. Печально, что рука теряется в любом моменте, в любом случае. Хотя, с другой стороны, если бы рука осталась, протеза бы у него не было. A shinobi'd know the difference between honor and victory. The divine heir is coming with me. Конечно, страшновато выглядит. Но лучше, чем ничего. So you're awake. Looks like death is not your fate, just yet. Протез синоби. Протез, изготовленный резчиком. Копия человеческой руки, снабженная разными механизмами. Судя по всему, она сразу сделана в расчете на модификацию и добавление разных инструментов. Протез испещрен следами ударов и покрыт многочисленными пятнами крови и масла, но механизм нисколько не пострадал. You see the kind-faced Buddha there? That isn't one of mine. It was carved by the true sculptor. When a man must confront what is inside of him, it can probably be of help. Confront what is inside him? Anger, sadness, or perhaps old memories of times long gone. That kind of thing.
What do you call yourself? Your eyes. The eyes of a wolf who has failed in his duties. Or so it seems to me. That is not your concern. Spoken like a true shinobi. I must carve the Buddha. You do what you will. No matter what I do, any Buddha I carve is an incarnation of wrath. Thus is the fate of those who owe a deep karmic debt. You'll understand when you try carving one for yourself one day. So, need something? My left arm. What did you do to me? That is what I call the shinobi prosthetic. A fitting fang for a one-armed wolf. Useless when it comes to carving Buddha, though. You can have it. Shinobi prosthetic. It is no mere replacement for your lost arm. Come to me if you find any shinobi tools. Shinobi tools. I see. For this device. You catch on quick. If you bring me shinobi tools, I'll find a way to fit them to the shinobi prosthetic. Then you'll come to appreciate its worth. I've said too much. Go now. Why am I here? All I did was drag you here. Didn't even know if I was dragging a corpse. Couldn't let you get eaten by a pack of wild dogs. How long was I asleep? Some time has passed since I found you. I see. However, your master yet lives. He's being held prisoner in Asina Castle. They will soon make use of his bloodline. Looking at you, I'm sure you appreciate the value it has. What did you mean when you said they'll make use of his bloodline? I don't know much about him, except the dragon's heritage. There's a special kind of blood by that name, and that blood runs through your master's veins. So the divine heir. Someone's after him. Might be that the strange things happening to your body have something to do with that. Ну, инструменты я установил все. Улучшил почти все, кроме... даже двух. Я думаю, только один инструмент не улучшил. А у меня, оказывается, блядь, здесь нормально еще. Ладненько. Надеюсь, в этом прохождении закончим уже все. You're quite the strange one. Yet other peculiar visitors have come to this temple. There's one in the clearing to the right of the gate leading off the temple grounds. Two strangers in strange circumstances. You two might get along. Так, ну... Тут есть, кстати, видения. Они были не сразу на выходе с игрой. Появились. Спустя какое-то время в обновлении. Ну, бывают полезные видения, которые помогают. В прохождениях. Так, первым делом я меняю облик. Я себе очень долго, не очень долго, но старательно выбивал облик Сура. Это лучший костюм, как по мне, в игре. Вообще прям здоровский. Буду бегать в нем. Он сказал сюда сходить. Never seen you before. Your name? Won't tell me. But you do have the look of a skilled shinobi. A shinobi. Or perhaps... Sir, please heed my humble request. Face me in battle.
В этот ящик помещаются вроде предметы, которые вы могли бы пропустить прохождение. That swordsmanship. It was a thing to behold. Few have managed to kill me in such a thorough manner. What are you? Some call it undying. Others, infested. I can't die, so I just am. How about you? What brings you to a run-down temple like this? Seems you have a lot on your mind. Say, why don't you use me for some sword practice? Might come in handy for whatever your mission is. A warm body that can't die might prove useful to you. A volunteer mine. Well? Very well. Right then. Let's go. Не, ну не сейчас же. Swinging one sword is a cure for boredom. Have you noticed? This temple attracts those with nowhere else to go. I certainly fit that description. And I suppose that's why interesting things make their way into the offering box from time to time. Come back whenever you like. If you have techniques to try out, I'm at your disposal. Это обучение с тем бессмертным самураем появляются новые, потому что я изучил все навыки почти. Можно с ним попрактиковаться этому. Так, ну туда нам некуда идти, так что мы прыгаем вот сюда. И все, в принципе, двигаемся по сюжету. Окраины Асина. Это мы около замка пока крутимся. Идол резчика. Ну, идол резчика это типа костры из Dark Souls. Думаю, многим знакомы. Кстати, к слову, я не проходил ни один Dark Souls до конца. Ну, Bloodborne, не знаю, можно считать. Только Bloodborne и Sekiro проходил. А вот Souls'ы пока нет. Так, я спустился в самый низ, правильно? Правильно. Ну, будем идти так, чтобы я старался убивать всех на своем пути. Собирать всякие ништячки. Ой. Иногда я могу, конечно, затупливать, пропускать удары, но я думаю, все такое может быть. На крыше ничего нет? Только видения какие-то странные, наверное, да? Ясно. Зачем ты обратно вернулся? Так, что связано с боевыми искусствами? Поставлю... А это что такое?
Офигеть. Кстати, знакомый удар. Проверим, как он будет действовать на врагов. А это куда ведет? Хрен знает. Активируем идол. Идола лучше всего обязательно, конечно, активировать. Идем дальше. На крыше, я думаю, ничего интересного. Ну, на всякий случай все равно буду проверять. Ну да, ничего нету. Зато здесь есть. Ебать. То, что внизу есть. Но я не очень хочу прыгать туда. Кстати, босс здесь. Тоже мини. Я не буду бить крысу, я буду драться обе стадии. Блин. Ой. Ой-ой-ой. Первая пошла. Куда я прыгнул? Но это пока нельзя за ботов считать. Это, считайте, обычные самураи. Они потом будут как обычные противники, рядовые. Так что вот так вот. Так, что у нас тут дальше? На башне никого. Странно, но никого нету. Ладно. Ой. Где-то должен ходить такой здоровяк с молотом. Я вот ищу его. Нет, не знаю, где он. Ладно, фиг с ним. Вот он. Думал,
мол, отражу. Так, совет насчет этих здоровяков. Их лучше бить с помощью огня. Они должны загораться вообще-то. Понял. Надо было просто зажать кнопку. А лучше вообще их убивать просто по-тихому, чтобы не было никакого геморроя. Они как бы не тяжелые, но жизни много. И оглушаются медленно. Поэтому не очень здорово с ними драться. Oh, is that you, Inosuke? My son, have you seen the young master? What? Nothing to say? Does your stomach hurt or something? You always had a weak stomach. Well, anyway, take this bell. It's a charm I made with the young master in mind. Please, offer it to Buddha for his sake. Колокольчик господина Куры. Амулет-колокольчик от старой женщины. Она попросила принести его в дар Будде. Такие амулеты дают владельцам защиту Будды. Считается хорошим тоном, заполучив чужой амулет, преподнести его Будде от их имени. Рассказать, как это делается, может резчик в разрушенном храме. Понял. Легкий кошелек, кошелек. Ну, покупать не особо нечего. У меня этих кошельков полно. Но здоровые петухи — это самые забавные противники в игре, если честно. Почему вообще их сделали такими странными? Так, здесь, насколько я помню, есть торговец. Care to purchase an offering? An offering? Indeed. I sell items to be offered to the dead, so they might rest in peace. From the looks of you, I'd wager you know a thing or two about death. Go ahead, buy an offering. Обычно я когда заходил в магазин, так я покупал дрожжи, скупал все, что у них было. Ну, порошки противоядия и так нахожу, но пусть будут. Короче, все предметы, которые кончаются, я те и покупаю. Вот особенно кошельки. Довольно полезная штука. Остального полно. Wherever your travels take you, make sure you bring some offerings with you. Ну и этот торговец дает такую подсказку, чтобы ты почаще заглядывал в магазины и в случае чего покупал что-нибудь. Естественно, с подношениями тебе будет легче игру проходить. Вот и все, в принципе. А, я забыл с ним поговорить. Somebody there. Он слепой, кстати. Yes. That voice. No. Could it be? Sir, my name is Inosuke Nogami, a vassal of the Hirata family. Or at least I was. I ask a favor.
Might you look in on the old lady in that house? She's my mother, but her mind is failing. She cannot tell one from another. I met your mother. She gave me a bell. She did she? You have my thanks. That bell's troubled her for a long, long time. She kept muttering incoherently. Something about offering it to Buddha. А я не могу у нее про сына ничего спросить. Inosuke, my son, have you offered the bell charm to Buddha? Have you tried the rundown temple with that stubborn sculptor in it? I'm sure you'll find Buddha there. Ясно. Ну, найду следующее святилище, точнее, идол резчика, и отправлюсь в храм. А, стрелок. Точно. Я точно не знаю, сколько сильно он будет мешать мне. Ого, он прям... Блять, он прям хорошо стреляет. Имей совесть. Там кого-то не убил. Открыть нельзя. Ладно. О! Еще один торговец. I know you. Yeah. You're that good Sir Shinobi, sir. Huh? Well, I haven't seen you since, well, since that night. What night? Hmm? You don't remember? No. Ah, I see. You don't remember. Listen, sir, you and I, we've met before. I was a thief back then. But those days are behind me. Now, I'm an upright and honest merchant. Only problem is, I'm broke. And being broke, I don't have anything to sell. So, good sir, would you mind lending me just a few coins to get my business going? I'll stock something useful just for you. Oh, you bet I will. And as a little bonus, I'll tell you all about that night. What do you think? Pretty good deal, right? Ну, допустим. Here's some coin. Thanks, good sir. Now talk. Yes, of course. That night. So my gang broke into the Hirata estate. Now, as you're aware, the Hirata family is part of the Ashina. Now, normally they'd mop the floor with petty thieves like us. I mean, no sweat. But it just so happens we broke in during a battle. Yeah. Almost all the young samurai were away from home, and it was a prime opportunity. Then, we started a fire and cleaned out the place. That there's when I met you. You were looking for something. At least, that's what it looked like to me. Well, that's all I know about that night. I see. Yeah, that look you're making now. You had that same look on your face that night. You still looking for something? Listen, good sir, for a price, I might be able to tell you some other tidbits you might find useful. For a price, of course, I'm a merchant now, you know, so... Ну, просто для интереса. Что он еще может сказать? I'll buy some information. Thank you very much for your patronage. Since you're a shinobi, I'll give you some information about shinobi tools. If you could.
Now I've seen this tube. A tube with fire blasting out of it. Huh? When we broke into the Hirata estate, one of my pals nabbed one. That's the sound the fire makes when it blasts out. Понял. I have one. Ой, что-то я не прочитал. What? I said I already have one. Huh? Oh. Well, that's a shame. That one's on me. Банка с обыкновенным маслом. Разбив банку, вы забрызгаете маслом всех окружающих. Враги, забрызганные маслом, легче загораются, получают дополнительный урон жизни от огненных атак и становятся более уязвимыми к статусу огонь. Я маслом, блядь, ни разу не пользовался. Но попробую в этом прохождении. В этом прохождении мы попробуем много чего, что я не пробовал. О, святилище здесь. Опять петухи. Точнее, один, да? Да как я не допрыгнул? С резчиком нужно перетереть. О! You truly returned from the dead. The power of the dragon's blood. I never thought I'd see it with my own eyes. Who are you? My name is Emma. I am a doctor serving a certain master. What master? Forgive me, but for his safety, I cannot reveal his identity. However, my master gave explicit orders to assist you in any way I can. I'm not telling you to trust me. However, I must fulfill my master's orders. The gourd of medicinal water you possess, that was originally a creation of mine. I am a doctor, and I will assist you in that capacity. You made this gourd? Yes. It was intended for Lord Kuro, but it seems he entrusted it to you. I'm sure you may have noticed, but the medicinal waters in this gourd spring forth on their own. Even after being emptied, you will find it full again after a short rest. Yes. Is there a way to improve it? Bring me gourd seeds. Gourd seeds? Но я вроде собрал все семена тыквы. Waters flow from gourd seeds. Adding new seeds will increase the volume of these medicinal waters. If you find any, bring them to me. All right. I'd like to make a request. What is it? Please show me your face. What? This white mark, is it a birthmark? No. Then that must mean it appears on those who have received the dragon's heritage. Or perhaps it's a symptom. Are you done? Yes, that will be all. I'm sorry. That was rather rude of me. Это как минимум было странно. So, it's not a birthmark. Then that must mean it appears on those who have received the dragon's heritage. Or perhaps it's a symptom. Oh, did I hear the ringing of a chime? It was probably this bell. I was told to offer it to Buddha. Does the bell hold any significance for you? If it does, talk to the sculptor. He is quite knowledgeable when it comes to Buddha. Как раз иду к нему. I can hear the ring of a bell chime. You mean this old bell? An old woman asked me to offer it to Buddha. That bell. Have you seen it before?
No, it is unfamiliar. It appears the bell disagrees. I think it's trying to tell you something. What? Give it as an offering. The kind-faced Buddha near the wall is different from the Buddhas I make. It was carved by the hand of the true sculptor. Да, тут персонажей можно угощать разными напитками. И когда вы их угощаете этими напитками, они рассказывают какую-то информацию. Вроде бы для всех персонажей можно найти все напитки. Вроде так. I brought some tea. This tea smells pretty good. Suppose I'll have some. Oh, I needed that. This tea reminds me of Emma's father. About Lady Emma's father. Dogen. He was an extraordinary doctor. He was also very well versed in mechanisms and devices. Better put, he was obsessed with mechanisms to the point that it affected his health. He didn't take much else seriously, but I owed him my life. And we could say that you owe him your life as well. What do you mean? When I lost my left arm, Dogen created that thing, which has now become your left arm. The first version was a complete failure, didn't work at all, so he remade it. Then he remade it again and again, countless times. What? He told me I needed to practice with the prosthetic in order to use it properly. So Emma would pester me into carving her spinning tops and other toys. After much training of that sort, it came to be called a shinobi fang. In other words, that prosthetic arm is Dogen's legacy. His legacy? So much time has passed. While I have abandoned my shinobi ways, that alone I could not bear to abandon. Неочищенное саке. I brought some sake. Don't mind if I do. Is it not to your liking? No, it's damn good. But it does make my old wounds ache. Your left arm? Yes, and this sake was a favorite of the man who cut it off. Who was? Lord Isshin. Isshin? Why? He did it for my sake. I was on the verge of being consumed. Consumed by what? Сура. Well, whether you believe me or not, that's for you to decide. But you do well to beware Shura's shadow. No matter what I do, any Buddha I carve is an incarnation of wrath. Thus is the fate of those who owe a deep karmic debt. You'll understand when you try carving one for yourself one day. So, need something? Yes, right. That kind-faced Buddha you see over there. Don't do anything funny with it. Ну, кстати, хотелось бы сказать насчет Суры. Сура, как я понял, это некое воплощение, которое может пробудиться в любом человеке в этой игре, если он, как сказать, сильно увлекается убийствами, и он начинает убивать просто для удовольствия. Ну, становится обычным маньяком. И в итоге превращается в какого-то
типа демона. Вот. Так, ну вот первая серия наша подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. А главное, комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч.